И снова здравствуйте! Задумываясь о создании изделия с драпировкой, стоит сразу продумать силуэт самого изделия. Все же неправильно обсуждать построение выкройки интересной детали, не касаясь нюансов конструирования самого изделия для данной детали, чтобы результат был запланированным и радовал. Для вдохновения в интернете, журналах представлено нескончаемое количество самых неожиданных вариантов использования драпировки. Главное помнить, что драпировки изначально это дополнительный объем. Как его вписать в образ – основная задача планирования образа. Есть некоторые вопросы, на которые надо для себя ответить, прежде чем приступать к построению выкройки. Вопросы размещены под видео в части описания. Советую их посмотреть. Порой сами вопросы содержат в себе ответ. Задумываясь о драпировке, как отделке горловины, надо продумать, станет ли это центром изделия лишь небольшой фрагмент, насколько формообразующим будет она. Так как драпировка – это объем, то прекрасно формообразует объем всего лифа, делая его мягким, свободным. Или это четкий рельеф приталенного изделия с небольшим акцентом драпировкой, не изменяющим рельеф. Это нужно решить в первую очередь. Это означает разные приемы создания силуэта. То есть надо не только уметь создавать драпировку, но и сочетать со всем изделием. Следующие моменты общие для всех видов драпировки. Рекомендации для лучшего поведения материала, соответствие текучести ткани в драпировках. Во-первых, этот вид драпировки называется радиальная, через коническое расширение. От слов радиус, окружность. Чем мягче ткань, тоньше нити, менее сухие, тем лучше пластичность драпировки. Вискоза, сатин, шелк, трикотаж очень подходят для драпирования. Еще большей и самой выигрышной драпируемости, пластичности, можно добиться при крое под 45 градусов расположения выкройки на ткани к нити основы. Для трикотажа, наверное, не стоит, там и так хватит пластичности, а вот для тканей нет трикотажных полотен, это важно. Какие нюансы появляются? Изделие смотрится объемнее, силуэт мягче. Для изделия кроя по косой. Обычные выточки лучше заменить французскими. Выточки с изогнутыми линиями уходят в бок вниз. Линии не по прямой, значит более мягкий силуэт, возможно провисание. Но тут как расположены линии, не проходят ли линии выточки по основным нитям. Косой крой. Это значит, что на 45 градусов смещается расположение ткани. От одного угла по диагонали идет нить основы, более прочная. По другой диагонали среза нить утка, менее прочная. Потому крой по косой предполагает разную вытягиваемость изделия. Несимметрично лево и право. Но, исходя из размера изделия, криволинейности срезов, может быть все не так критично. Лучше проверить это заранее, сложив ткань по диагонали и верхний срез оттянуть. Будет ли перекос? Если слишком заметно, можно повернуть в другую сторону, в сторону основной нити. Драпировки горловины легко закладываются в крое, но свойства тканей так разнообразны, что чаще советуют использовать манекен для точного видения силуэта. При раскрое ткань может быть излишне подвижной. Не у всех есть манекен, на котором можно проверить изменение рельефа. Можно попробовать зафиксировать на себе изделие по плечевым швам, боковым. После снятия материала лучше сверить, сильно ли изменились линии относительно выкройки. Все возможные выточки, рельефы лучше заранее стачать. Также особенное значение стоит уделить срезам проем. Не стоит сразу выкраивать по полной глубине. Под своим весом они могут стать глубже, чем надо. То же самое с остальными горизонтальными срезами, зависящими от вертикальных направлений. Наподобие линии талии, низа, горизонт. От вертикальных частей, расположенных по косой и подверженных удлинению вниз. Так, стоит учесть, что изделие по косой, вытягиваясь, становится меньше по ширине. Стоит аккуратнее быть с шириной выточек. Например, не стоит делать отделку с горизонтальными срезами, петли, карманы с горизонтальными линиями. Деформация основы под ними будет и вертикальная, и горизонтальная. Также неравномерная растяжка нитей основы и утка под углом. Думаю, крой по косой отдельно стоит обсудить, чтобы не утяжелять сегодняшнюю тему. Но все же помнить об этой особенности стоит. Как бы не уменьшать объем от линии груди вниз до талии,
используя свойства косого кроя на уменьшение ширины, все же лиф имеет подвижные мягкие очертания. Относительно спинки. Рекомендую обратить внимание на плечевую выточку. Она формирует прилегание по спинке и в области проймы. Наличие драпировки спереди не влияет на спинку. Если необходимо углублять горловину и срезается часть выточки, остаток стоит сутюжить, припосадить, либо застрочить, но она остается. Далее стоит определиться с формой и объемом драпировки. Драпировка от линии плеч вниз какой глубины нужна? Насколько открыты плечи? Будет ли срезано плечо от точки основания шеи? Если драпировка несколькими точками, идущими подряд, насколько широк по длине этот участок? Из этих параметров складывается общая длина верхней линии драпировки. Заранее предвосхищая, напомню, драпировки хоть радиальные могут быть и другого контура, например, прямоугольные. Они могут быть несимметричными. Также волны не то же самое, что складки. Как ни странно, но есть несколько разных способов создания волн, и они различны по направлению, густоте, глубине, а также по точке опоры, сколько их будет видно на плече, будет ли объемность на груди, около проймы, или только от точки плеча к центру изделия. Это я рассмотрела в роликах о построении драпировок. Обычно драпировки делят на два варианта по глубине. Средняя, более глубокая, хотя есть и ниже линии груди, когда необходимо добавить нижний слой, когда топ с драпировкой одевается верхним слоем, если не хочется слишком открывать тело. Не забывайте, что одновременное сильное сокращение длины линии плеч на спинке и переде может привести к отсутствию опоры лямок, спаданию бретелек с плеч, с постоянным их поправлением. Если все же это бретельки, можно оформить их изнутри шляпными резинками. По принципу бретелей белья, когда они упруго держатся на плечах за счет небольшого натяжения, а остаток длины бретелек без резинки от узла спокойно спускается, не выдавая секрета. Нужно учитывать, какой будет остальной вид лифа, чтобы не переборщить с декором, а также, чтобы лиф не жил сам по себе отдельно от тела. Для симметричных вариантов драпировок можно использовать материал в сложенном виде пополам и половину выкройки. Для асимметрии нужна полная выкройка. Диагональная драпировка подвижна, в отличие от горизонтальной. Немного по-разному закладывается конструкция прямого, полуприлегающего и прилегающего лифов. Прямой силуэт чаще обладает подвижными складками, мягким оформлением лифа после построения качелей, радиальных драпировок. Он становится лифом мягкой формы. Итак, лиф мягкой, свободной формы или приталенной, подчеркивающей фигуру. Например, платье прямого силуэта с полноценными плечами или на лямках. Талия зафиксирована поясом или резинкой. Горловина спереди, сзади или одновременно с двух сторон с драпировкой. И здесь не ожидается от образа ничего дополнительного. Сшить платье не сложнее и не дольше футболки. У изделия плечевого вся опора на линию плеч приходится. С узкими бретелями опора точечная. Драпировки придают дополнительной зрительной свободы. Драпировка распадается вне ширины драпировки. Добавляется к ширине по груди дополнительные сантиметры. По груди к пройме также мягкий силуэт. Напуск над талией. Главное, обтачка повторяет не только драпировку, но и фиксируется изнутри. Прилегающие и полуприлегающие лифы строят точнее на базе основного изделия с использованием подкладки из тонких стабильных материалов. Базу лифа лучше использовать для обоих вариантов плотного прилегания, то есть с малой свободой облегания, минимальной. Трикотажные топы достаточной растяжимости можно строить без свободы облегания. Линии обтачки повторяют зеркально рельеф изделия. Причем в части вне драпировки повтор изделия в базовом варианте до построения драпировки. Повторюсь, нежелательно на линии перегиба строить шов. Линия будет ломаной, неплавной в движении. В зависимости от жесткости и прямолинейности стиля лифа можно использовать как полную по высоте подкладку, так и частичную. В зависимости от глубины и подвижности драпировки, вырез по центру на подкладке не учитывает своей площади драпировку в большей или меньшей степени. Когда изделие собрано и надето, его ширина лифа становится прежней с базой, а излишняя ширина переходит в драпировку. Потому подкладка близка к базовой выкройке
не стягивая подвижность драпировки, но лучше контролировать это на примерке. Подкладку лучше стачивать по боковым швам с боковыми швами самого изделия, а не отдельно подкладку, отдельно изделие, чтобы не было смещения и свободы движений лифа из-за большей ширины в области драпировки. Подкладка, стачанная с основой, не дает весу расширенных частей перетягивать все вниз, поддерживая форму по ширине, не дает смещаться и распадаться. Тем не менее, определенная мягкость остается. Драпировка сама по себе дает дополнительные сантиметры по ширине, что не может дать четкий лиф, даже используя корсет в основе. Остается только использовать драпировку отдельным элементом, допустим, к корсету, вставкой, делать лиф отрезным выше линии талии, например, под грудью, чтобы подчеркнуть лифом вертикальную четкость фигуры. Порой хочется несовместимого – четкий облегающий лиф и красивую мягкую драпировку. Когда драпировка на сильно углубленной горловине, есть риск спадания платья с плеч. Есть разные видимые потайные фиксаторы, схожие с бретелями и поясом лифа, не только классические, но и по-разному, внахлёст. Например, вокруг тела, под руками, через не самые верхние точки драпировки, но не потеряется платье точно. Если открыта одна часть тела, например, спина, к срезам изнутри можно прикрепить фиксаторы, провести под руками вперед, либо шнурки, либо резинки. Не всегда обязательно использовать перемычки наверху спины из основной ткани. И уж тем более прозрачные силиконовые ленты на открытой спине создают настолько сильный блеск, что привлекают еще больше внимания. Драпировки порой используют одновременно для переда и спинки. Если очень открытый вариант по спинке, а перед закрыт, фиксация объемов, силуэтов, создание приталенного силуэта, избегание лифа мягкой формы только по переду не даст ничего, не имея закрепления вокруг всего торса по ширине. Изделие будет перемещаться во время движений. Если использовать броши, декоративные булавки, хлястики, можно по-разному закреплять драпировку. При создании не волн, а складок их стоит размещать без наложения друг на друга на некотором расстоянии, чтобы избежать излишней толщины. Это стоит учитывать еще при построении драпировок. Драпировки бывают не цельнокроенными с основным изделием, а вставками другого цвета, плотности материала. Например, в атласное платье объемной шифоновой драпировки, либо для особенных объемных эффектов. Кратко вспомнила некоторые элементы создания изделия с драпировками. А что вам кажется важным при конструировании изделий с драпировками? До скорых новых встреч!